Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю вот такие замечательные грибы из зефира. Делать я их буду заварным способом, очень быстро, без уваривания пюре, без использования кондитерского термометра. Они получаются сразу с первого раза. И также покажу во второй части видео, как я украшала вот такой торт корзина с грибами. Тоже покажу все нюансы, на что здесь следует обратить внимание. Вот такой результат у меня в конце видео получился. Итак, что же нам понадобится? Здесь у меня 250 грамм пюре манго яблоко, без сахара, сразу говорю, пюре у меня. 50 миллилитров воды такой комнатной температуры, не холодной. 8 грамм агар-агара. Агар у меня сила геля здесь 900, то есть нужен агар из кондитерского магазина. Не из магазина обычного, а именно вот нормальный агар. Перемешала, добавляю сейчас весь агар к пюре. Перемешиваю просто. Добавляю также 150 грамм сахара к пюре. Пюре у меня здесь без сахара. Вы можете брать пюре для детского питания, все что угодно. Почему я здесь взяла именно не просто яблочное, а с манго, чтобы был желтоватый цвет у самих грибочков. Прежде чем варить сироп, приготовили все формы заранее. И кондитерский мешок, и формы. Здесь 2 белка от средних яиц весом примерно 65 грамм. 8 грамм ванильного сахара. Пюре я уже поставила нагреваться. 1/3 чайной ложки лимонной кислоты и 120 грамм сахара ввожу в белковую массу. Белок начинаю взбивать, когда первые пузыри пошли у пюре. Пюре еще вот сейчас практически только начинает закипать. Это еще мы не отсчитываем время, на полном огне. Вот сейчас, когда полностью вся поверхность покрылась пузырями, вот именно с этого момента, непрерывно взбивая белок, я отсчитываю ровно 3 минуты. Не просто когда первый пузырь мы увидели, а именно когда полностью вся поверхность покрылась. Сейчас 3-я минута уваривания пюре у меня подходит к концу, и я тонкой струйкой с края в непрерывно взбивающуюся белковую массу добавляю вот так аккуратно весь сироп. Со стенок и с дна ковшика я ничего не собираю. Сейчас просто для удобства перехожу на стол и взбиваю примерно еще 1,5 минуты. Не до устойчивых пиков, иначе шляпки у грибов просто будут отсаживаться очень коряво и плохо. Все, уже вот такие характерные пустоты у меня появляются уже здесь спустя 1,5 минуты взбивания, и я останавливаюсь здесь со взбиванием. И быстро сейчас в подготовленный кондитерский мешок перекладываю всю эту зефирную массу. Видите, она благодаря добавлению манго в пюре такая желтоватая у меня, так я и хотела. Вы можете брать и абрикос, все, что вам нравится. Можете просто белый, просто из яблочного пюре получится белый зефир. А мне хотелось именно вот здесь такого цвета натурального. Отсаживаю сначала ножки, так называемые. И сразу же отсаживаю шляпки. Как только отсадила шляпки, рукояткой сразу от чайной ложки или чем угодно, как вам удобнее будет, делаю вот такие отверстия в шляпках. И сразу же ножки вставляю в эти шляпки, пока они еще до конца не схватились, потому что схватывается, этот зефир засыхает моментально. Чуть побольше вторая у меня форма, просто не вошло в кадр, но все то же самое. Здесь у меня прошло примерно 2 часа, я им дала в формах. Сразу говорю, когда я работаю с агаром, вот эти силиконовые формы я ничем не смазываю. Еще немного зефирной массы у меня оставалось, я просто отсадила из кондитерской насадки, с ними просто можно чай попить. То есть здесь у меня была полностью работа вся нацелена вот на эти грибы. Здесь у меня 2 размера грибов получилось. Я дала им на стабилизацию примерно 6 часов. При комнатной температуре они у меня пролежали. Если вы правильно сварили сироп,
у вас зефир не потечет, не выступит с него конденсат. Многие начинают отсчитывать уваривание сиропа именно с первого пузыря, когда увидели в сиропе. Нет, когда сироп полностью покрылся весь пузырями, вот тогда нужно отсчитывать ровно 3 минуты. Здесь я окрашиваю красным пищевым красителем и также обычным какао-порошком. Шляпки также окрасила желтым несколько штук здесь. И вот такой плоской небольшой кисточкой, мне так удобнее работать, я окрашиваю именно все шляпки. И какао-порошком также красный краситель смешивала с какао, и получаются такие оранжевые шляпки. То есть здесь фантазии нет предела. Можно в растопленный шоколад их омакивать, и также они у вас будут красиво смотреться. Все на ваше усмотрение здесь. Хранить их лучше до окрашивания в герметичном контейнере в холодильнике. Здесь украсила немножко их бисквитным мхом, и ножки также украсила просто сухим маком. Как сделать бисквитный мох, есть подробное видео на моем канале. Ссылку я вам оставлю, конечно же, в описании к данному видео. Вот такие грибочки у меня получились. И теперь показываю быстро, как я делала вот эту корзинку с грибами. Как делать саму корзинку, есть подробнейшие несколько уже видео на моем канале. Ссылку я вам оставлю в описании. Здесь у меня кондитерская насадка номер 79 хризантема. Делаю вот такие небольшие хризантемы. Моя задача в этом торте была сделать именно летнюю корзину с грибами. Сейчас к сезону осени, конечно же, может быть, кому-то это видео будет актуальным. Конечно же, осеннюю корзинку с грибами сделать гораздо проще, чем летнюю. Здесь полет фантазии неограниченный. Там можно и кленовые листья осенние делать, и все, что захотите, грозди, рябины. Но моя задача была сделать здесь именно летнюю корзинку. У меня внутри был торт Сникерс с прослойкой безе. Ссылку на его приготовление также на рецепт я оставлю вам в описании к данному видео. У корзинки вот эту серединку я ее увеличила именно белково-заварным кремом. То есть вот эту шапочку. Она у меня не плоская, а видите, вот такой вот как бы бугорок я сделала. Именно не начинкой, а белковым кремом уже. Здесь выставляю спокойно все эти грибы на торт вместе с этими цветами. Цветы мне нужны были именно вот такого яркого желтого цвета на этом торте. Устанавливаю также туда ягоды вот такие желейные. Сразу говорю, что ягоды у меня покупные. Они продаются буквально в каждом магазине. Грибы я ничем не изолирую при работе с белковым кремом. Они прекрасно держатся. Здесь насадка у меня лист тюльпана. И отсаживаю вот такие вот стебли, потому что мне потом на эти стебли нужно будет посадить бабочки из вафельной бумаги. Цвет у стеблей я делала примерно как цвет у листьев тюльпана. Здесь у меня цвет просто листовой зеленый, но я не окрашивала его интенсивно. Белкового крема на украшение данной корзины у меня ушло из расчета порции на 150 грамм белка. Также здесь просто из кондитерского мешка сиреневым кремом делаю вот такие вот типа вереска что-то. Просто чтобы были акценты, которые вот эту всю яркую очень массу немножко разбавят. Именно сиреневого цвета. Насадка номер 70 листик. Делаю листья. Цвет здесь листовой зеленый, уже более глубокий. Также бабочки я поставила из вафельной бумаги, не из сахарной, а именно из вафельной, вот на эти стебли. И вот такая летняя корзинка у меня в итоге получилась. Делается она совсем несложно, грибы эти готовить можно заранее. И также можно, конечно же, сделать и осеннюю корзинку. Вот показываю вам со всех сторон, какая получилась эта корзинка.
Как делать саму корзину, ссылку обязательно вам оставлю в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.